как американские инженеры взрывали целые горы, чтобы проложить дороги там, где это казалось невозможным. Представьте, рабочие висят на веревках над пропастью глубиной в 1000 футов и сверлят отверстия для динамита прямо в отвесной скале. В штате Колорадо они срезали гранитную стену высотой в 300 футов под углом 90 градусов, чтобы автомобили могли проехать по узкому карнизу над обрывом. В Калифорнии взорвали скалу весом в 2 миллиона тонн за один раз. Взрыв был такой силы, что окна дрожали в городах за 15 миль. В горах Аляски проложили тоннель длиной в 2,5 мили сквозь ледник и твердую породу при температуре минус 40. На границе Аризоны и Невады вырубили серпантины с 30 поворотов прямо в красных скалах каньона, где раньше даже мулы не могли пройти. А в штате Вашингтон построили дорогу, которая петляет по склону вулкана, огибая трещины от извержения 1972 года. Вы думаете, самая впечатляющая горная дорога — это где-нибудь в швейцарских Альпах? Ошибаетесь. Американские инженеры создавали маршруты в условиях, которые европейцам даже не снились. Никаких готовых технологий, никакого опыта предыдущих поколений, только скалы, динамит и отчаянная смелость людей, которые верили, что человек может победить любую гору. Первые дороги через скалистые горы прокладывали еще в XIX веке. Тогда у инженеров не было современной техники, только кирки, лопаты, черный порох и тележки. Рабочие трудились в условиях, которые сегодня показались бы безумием. Они спускались на веревках с вершин скал, долбили камень вручную, закладывали заряды и поднимались обратно за минуты до взрыва. Каждый день кто-то срывался вниз или погибал под обломками. Но дорога росла фут за футом, миля за милей. Когда в начале 20 века появились автомобили, старые тропы стали бесполезны. Нужны были широкие трассы с плавными поворотами и надежным покрытием. И тогда инженеры начали настоящую войну с горами. Они использовали новый мощный динамит, паровые экскаваторы, пневматические дрели. Масштабы работ выросли в десятки раз. То, что раньше строили годами, теперь взрывали за месяцы. В 1931 году на строительство дороги через каньон Бигхорн в Вайоминге привезли буровую машину весом в 28 тонн. Это был настоящий монстр. Стальная конструкция высотой с трехэтажный дом на гусеничном ходу. Машина могла просверлить отверстие диаметром в 6 дюймов на глубину 30 футов за 20 минут. Для сравнения, рабочий с ручной дрелью делал такое же отверстие за 8 часов. Буровая установка работала от двигателя внутреннего сгорания мощностью в 200 лошадиных сил и создавала такой грохот, что операторы глохли после первой недели работы. Инженеры размечали на скале сетку из точек через каждые 3 фута. Буровая машина подползала к стене, выдвигала стальное сверло и начинала вгрызаться в гранит. Искры летели во все стороны, сверло раскалялось до красна, и рабочие поливали его водой из шлангов. Когда отверстие было готово, туда закладывали динамитную шашку весом в 2 фунта, утрамбовывали глиной и вставляли детонатор с длинным шнуром. За один день бригада из 5 человек с такой машиной просверливала до 120 отверстий. Вечером все рабочие уходили за скалу, старший подрывник поджигал шнуры в определенной последовательности, и через минуту начиналась канонада. Взрывы шли один за другим. Бух-бух-бух, как удары гигантского молота. Скала трещала, куски породы весом в несколько тонн отрывались от стены и падали в пропасть. Облако пыли поднималось на сотни футов вверх и держалось в воздухе до утра. На перевале Ловленд в Колорадо использовали еще более мощную технику. Там в 1942-м привезли буровую установку на базе армейского грузовика. Она могла сверлить сразу 3 отверстия одновременно под разными углами. Машина подъезжала к скале, выдвигала 3 сверла на гидравлических рычагах, и оператор управлял всем процессом из кабины. За смену такая установка делала работу, на которую у старых машин уходило 3 дня. Самую тяжелую буровую технику применили при строительстве шоссе через горы Сьерра-Невада в Калифорнии. В 1949-м там работала установка весом в 42 тонны. Ее доставляли по частям на вьючных мулах, а потом собирали прямо на склоне. Машина могла бурить отверстия глубиной до 50 футов и диаметром в 8 дюймов. В такие скважины закладывали по 20 фунтов динамита. Один взрыв срывал до 300 кубических ярдов скальной породы. На строительстве дороги через каньон Глен-в-Юте рабочие висели на веревках над пропастью глубиной в 1200 футов. Их называли высотниками или скальными обезьянами.
Каждое утро они надевали кожаные ремни вокруг груди и бедер, проверяли веревки и спускались вниз по отвесной стене. В руках у них были 20-фунтовые отбойные молотки, работающие от компрессора наверху. Шланг с воздухом тянулся вниз на сотни футов. Джек Макгрегор из Денвера работал высотником на 3 разных проектах в скалистых горах. В 1934-м он спускался на веревке по склону горы Эванс в Колорадо. Ветер раскачивал его как маятник, веревка терлась об острые края скалы, а внизу зияла пропасть. Макгрегор прижимался к камню, находил трещину, вставлял туда стальной клин и бил по нему молотком. Когда клин входил достаточно глубоко, он цеплял за него карабин и перевешивал веревку. Так он продвигался вниз, клин за клином, фут за футом. Работа требовала железных нервов. Один неверный удар молотком, и клин вылетал из трещины. Одна перетертая веревка и падение без шансов выжить. В среднем на каждую милю горной дороги погибало 3 высотников. Их тела находили внизу в каньонах через недели, а иногда вообще не находили. На перевале $1 миллион в Колорадо высотники работали в особо сложных условиях. Скала там состояла из слоистого сланца, который крошился под весом человека. Рабочие спускались парами, один сверлил отверстие для динамита, второй страховал его второй веревкой. Они болтались в воздухе на высоте 800 футов над дорогой, а машины внизу казались игрушечными. Фрэнк Оуэнс, бригадир высотников на этом проекте, придумал новую систему крепления. Он использовал стальные тросы вместо пеньковых веревок и специальные зажимы, которые не давали тросу проскальзывать. Эта система спасла десятки жизней. Оуэнс сам спускался первым на каждом новом участке, проверял надежность креплений и только потом отправлял вниз остальных. В каньоне Кингс в Калифорнии высотники столкнулись с другой проблемой. Скала там была настолько твердой, что сверла ломались после 2-3 отверстий. Рабочие спускались с ящиками запасных сверл, привязанными к поясу. Каждое отверстие глубиной в 3 фута требовало смены 4 сверл. За день один человек успевал просверлить всего 8-10 дыр. Самой опасной была работа в дождь. Мокрая веревка становилась скользкой, руки не держали инструмент, а камень превращался в каток. Но график строительства не ждал хорошей погоды. Высотники спускались даже под ливнем, цепляясь за скалу окоченевшими пальцами. Через каньон Роял Гордж в Колорадо дорогу прокладывали на высоте 1100 футов над рекой Арканзас. Инженеры выбрали место, где скалы сходились ближе всего. Расстояние между стенами составляло всего 300 футов. Но даже здесь строить мост было невозможно. Слишком глубоко, слишком дорого, слишком рискованно. Решили вырубить полку прямо в скале. Работы начались в 1937-м. Сначала высотники спустились вниз и разметили линию будущей дороги красной краской. Ширина полки 22 фута, уклон не больше 8%. Дальше пришли подрывники. Они просверлили первый ряд отверстий на высоте 10 футов от размеченной линии. Заложили динамит, взорвали. Скальная порода треснула, огромные куски гранита весом в 10-15 тонн оторвались и полетели вниз. Грохот взрыва отражался от противоположной стены каньона и возвращался эхом. После взрыва рабочие спускались на веревках и счищали остатки породы ломами. Потом бурили новый ряд отверстий, еще ближе к размеченной линии, и снова взрыв, и снова спуск. Так, слой за слоем они вгрызались в скалу. На каждый фут продвижения уходило 3 взрыва. На каждую милю дороги 4 месяца работы. В некоторых местах гранит был таким твердым, что сверла не брали его даже после часа работы. Тогда использовали термический метод. Рабочий спускался с газовой горелкой, нагревал камень до красна, а потом лил на него холодную воду. Скала трещала от температурного шока, и в трещины забивали клинья. Удар кувалдой, и кусок породы откалывался. На участке длиной в 2 мили через каньон использовали 200 тысяч фунтов динамита. Взрывы гремели каждый день с 8 утра до 6 вечера. Жители городка Каньон-Сити в 10 милях от стройки жаловались, что у них трескается штукатурка на стенах и падают со столов тарелки. В каньоне Блэк в Аризоне столкнулись с другой проблемой. Там скалы состояли из слоев разной твердости, гранит чередовался с известняком и песчаником. При взрыве твердые слои оставались на месте, а мягкие высыпались, образуя пустоты. Приходилось заполнять эти пустоты бетоном, иначе дорога просто обвалилась бы под весом первого же грузовика. Самым опасным был участок в каньоне Оук-Крик в Аризоне. Скала там нависала над дорогой огромным козырьком. Геологи подсчитали, что масса нависающей породы составляет около 50 тысяч тонн. Если она рухнет, похоронит под собой всех рабочих и технику.
Инженер Томас Уилсон предложил смелое решение – укрепить козырек стальными тросами, закрепленными в скале выше. Пробурили 24 глубоких скважины, вставили туда стальные анкеры и натянули тросы диаметром в 2 дюйма. Козырек держался на этих тросах, как на подтяжках. Мост через ущелье Бикси-Крик в Калифорнии повис над пропастью на высоте 260 футов. Строить его начали в 1931-м, а закончили только в 1933-м. Пролет моста составил 700 футов, на тот момент это был один из самых длинных однопролетных мостов на западном побережье. Но главной проблемой была не длина, а то, что опоры негде было ставить. Инженер Чарльз Дерлет придумал решение – бетонная арка, которая опирается только на края ущелья. Никаких промежуточных опор, никаких свай в дне каньона. Просто изогнутая конструкция весом в 6300 тонн, которая держится за счет собственной формы и сжатия бетона. Сначала построили деревянные леса через все ущелье. Конструкция из бревен и досок поднималась от дна каньона вверх. Это был лес из дерева высотой с 20-этажный дом. На него ушло 2 миллиона футов пиломатериалов. Рабочие карабкались по этим лесам, как муравьи, таская наверх доски для опалубки. Когда опалубка была готова, начали заливать бетон. Каждый день наверх поднимали 120 кубических ярдов смеси. Бетон замешивали внизу, грузили в ведра и поднимали лебедками. Заливка шла секциями. Сначала одна сторона арки, потом другая, потом центр. Если залить все сразу, бетон треснет от неравномерного высыхания. Самым страшным моментом была распалубка. Когда бетон застыл, начали разбирать деревянные леса. Сначала убрали опалубку с нижней части арки, конструкция повисла в воздухе, опираясь только на края. Все замерли. Выдержит или рухнет? Арка просела на 3 дюйма, но устояла. Дерлет оказался прав, форма держала вес. Через каньон Навахо в Аризоне перекинули стальной мост длиной в 800 футов. Там вообще не было возможности строить леса снизу. Каньон слишком глубокий, почти 600 футов до дна. Инженеры использовали метод навесной сборки. С обоих краев ущелья начали выдвигать стальные фермы в воздух. Каждая секция весила 8 тонн. Ее поднимали краном, приваривали к предыдущей и закрепляли стальными тросами, уходящими назад к анкерам в скале. Конструкция росла с 2 сторон навстречу друг другу. Рабочие стояли на узких балках на высоте 600 футов и орудовали сварочными аппаратами. Ветер раскачивал незаконченный мост, как качели. Амплитуда достигала 5 футов. 2 сварщиков сорвались вниз. Их страховочные тросы не выдержали рывка. Когда 2 половины моста почти сошлись, обнаружилась проблема. Летнее солнце нагрело металл, и конструкция расширилась. Зазор между секциями вместо расчетных 6 дюймов составил 14. Пришлось ждать вечера. Когда металл остыл, зазор сократился до 8 дюймов. Рабочие стянули концы тросами и вварили последнюю соединительную балку. Туннель через гору Худ в Орегоне бурили с 2 сторон одновременно. Длина прохода составляла 4300 футов сквозь вулканическую породу. Работы начались в 1942-м, когда страна уже воевала, и большинство молодых мужчин ушли на фронт. На стройку набрали стариков, инвалидов и женщин. Мэри Коллинс из Портленда управляла буровой установкой. Она просверлила больше отверстий, чем любой мужчина в бригаде. Бурение шло круглосуточно в 3 смены. Рабочие врезались в гору с севера и с юга, надеясь встретиться посередине. Главной проблемой была точность. Если расчеты окажутся неверными, 2 туннеля разойдутся, и придется начинать заново. Геодезисты проверяли углы и направления каждые 100 футов. Допустимая ошибка составляла не больше 6 дюймов на всю длину туннеля. Внутри стоял грохот, от которого закладывало уши даже через ватные затычки. Буровые машины визжали, врезаясь в камень, компрессоры ухали, как паровозы, взрывы сотрясали стены. Пыль висела в воздухе такой густой завесой, что на расстоянии 10 футов ничего не было видно. Рабочие дышали через мокрые тряпки, но к концу смены их легкие все равно были забиты каменной крошкой. Каждые 20 футов продвижения занимали неделю. Сначала бурили отверстия, сетка из 48 дыр глубиной по 12 футов каждая. Потом закладывали динамит, 300 фунтов на 1 взрыв. Все уходили из туннеля, закрывали вход деревянным щитом и подрывали. Взрыв выбрасывал из туннеля облако пыли и обломков. Когда дым рассеивался, внутрь заезжали грузовики и вывозили раздробленную породу, около 200 тонн после каждого взрыва. В середине горы наткнулись на подземный ручей. Вода хлынула в туннель потоком, 200 галлонов в минуту.
За час уровень поднялся на 3 фута, работы остановились. Инженер Роберт Хэммонд приказал пробурить дренажные скважины в стороны от основного туннеля. Вода ушла в эти боковые каналы, и бурение продолжилось. Через гору Эйзенхауэр в Колорадо пробили самый высокогорный автомобильный туннель в Америке. Высота над уровнем моря — 11 158 футов. На такой высоте в воздухе на 40% меньше кислорода. Рабочие задыхались после 10 минут физической работы. Приходилось каждые полчаса выходить наружу и дышать из кислородных баллонов. Длина туннеля составила 8960 футов. Бурение началось в 68-м и закончилось в 73-м. 5 лет непрерывной работы. Использовали новую технологию — огромную буровую машину диаметром 23 фута. Она вгрызалась в гранит, как гигантский червь, оставляя за собой готовый круглый туннель. Машина продвигалась со скоростью 20 футов в сутки. На горной дороге через перевал Логан в Монтане склон начал ползти вниз через 3 месяца после открытия. Асфальт пошел трещинами, ограждения накренились, а дорожное полотно просело на 2 фута. Геологи обследовали участок и ужаснулись. Под дорогой находился слой влажной глины толщиной в 30 футов, который медленно сползал по твердой породе вниз. Скорость движения составляла 3 дюйма в сутки. Если ничего не предпринять, через месяц дорога съедет в каньон вместе со всем склоном. Инженер Уолтер Гриффин предложил заморозить глину. Пробурили 120 скважин глубиной по 40 футов и закачали туда жидкий аммиак температурой минус 40 градусов. За 2 недели глина промерзла и превратилась в твердый монолит, сползание прекратилось. Но это было временное решение. Летом глина оттает, и все начнется заново. Тогда применили радикальный метод. Пробурили через замерзшую глину до твердой породы и вбили стальные сваи диаметром 8 дюймов. Всего 400 свай на участке длиной в 500 футов. Каждая свая уходила на 50 футов в глубину и торчала над поверхностью на 10 футов. Сверху сваи связали стальными балками и залили бетонной плитой толщиной в 3 фута. Получилась гигантская решетка, которая держала склон как корсет. В горах Сан-Габриэль в Калифорнии использовали другую технологию. Там склоны состояли из рыхлого песчаника, который крошился от дождя и ветра. Каждую зиму на дорогу обрушивались тонны камней и грязи. Закрывать трассу на полгода было нельзя. Это единственный путь к нескольким городкам. Инженеры натянули над дорогой стальную сетку с ячейками в 6 дюймов. Сетку крепили к анкерам, вбитым в скалу выше дороги на 100 футов. Полотно висело под углом, образуя козырек над проезжей частью. Когда камни падали сверху, они скатывались по сетке вниз в специальный улавливающий ров сбоку от дороги. Сетка выдерживала удар валуна весом до 500 фунтов. На шоссе через каньон Янки-Бой в Колорадо склон укреплял и торкрет-бетоном. Это специальный бетон, который наносят под давлением из пушки. Рабочие спускались на веревках по склону с шлангами и обстреливали скалу бетонной смесью. Слой наносили толщиной в 4 дюйма. Бетон проникал во все трещины, схватывался за неровности и образовывал прочную корку, которая держала породу от разрушения. Самым масштабным проектом укрепления стала дорога через перевал $1 миллион в Колорадо. Там укрепили склон длиной в 2 мили. Использовали комбинацию методов: торкрет-бетон, стальные анкеры длиной по 20 футов, дренажные трубы для отвода воды и каменные подпорные стены высотой до 15 футов. Только на анкеры ушло 200 тонн стали. Их вбивали в скалу через каждые 6 футов. Получилась решетка из 3000 стальных стержней, пронизывающих склон насквозь. На высоте 14 150 футов рабочие укладывали асфальт на дороге к вершине горы Пайкс-Пик в Колорадо. Это была самая высокогорная асфальтированная дорога в Северной Америке. 19 миль серпантина с 156 поворотами. Температура воздуха держалась около нуля даже в июле. Ветер сбивал с ног. Содержание кислорода составляло 60% от нормы. Асфальтоукладчик весом в 20 тонн поднимали по горной дороге 3 дня. Машина ползла со скоростью 5 миль в час, объезжая камни и ямы. На крутых подъемах ее тянули 2 тракторами одновременно. Водитель асфальтоукладчика Джеймс Портер потерял сознание на высоте 13 тысяч футов. Не хватило кислорода. Его заменил напарник с кислородной маской на лице. Асфальт готовили внизу на заводе и везли вверх в самосвалах. Смесь должна была иметь температуру 300 градусов в момент укладки. Но пока грузовик поднимался на вершину, асфальт остывал до 220.
При такой температуре он становился слишком густым и не уплотнялся катком. Пришлось добавлять в смесь специальные химикаты, которые не давали ей твердеть раньше времени. На высоте 13 тысяч футов начался снегопад в середине июля. Температура упала до -10. Асфальт замерзал прямо под катком, превращаясь в бугристую корку. Работу остановили. Через 2 часа снег прекратился, выглянуло солнце, и температура подскочила до +35. Асфальт оттаял и начал плыть по склону жирными потеками. Рабочие задыхались после каждой лопаты. Сердце колотилось как бешеное. В глазах темнело. 3 увезли вниз с горной болезнью. Их рвало, болела голова, начались галлюцинации. 4 упал без сознания прямо на свежий асфальт и получил ожоги рук 2-й степени. Каток весом в 10 тонн застрял на повороте. Водитель не рассчитал радиус, переднее колесо повисло над пропастью. Машина накренилась, заднее колесо начало проскальзывать по свежему асфальту. Еще дюйм, и каток вместе с водителем полетит вниз на 2000 футов. Пригнали трактор, зацепили каток тросом и за полчаса вытянули обратно на дорогу. Водитель Рой Маккензи потом рассказывал, что видел, как камни осыпаются из-под колеса в пропасть, и не мог пошевелиться от страха. На последнем участке перед вершиной ширина дороги составляла всего 14 футов. Слева — скала, справа — обрыв. Асфальтоукладчик с трудом помещался между краями. Оператор машины Карл Эриксон вел ее, высунувшись из кабины и глядя на край. Один неверный поворот руля, и 20 тонн железа полетят в пропасть. Эриксон укладывал асфальт со скоростью 15 футов в час. За смесью он укладывал судьбу, свою и всей бригады. Когда последние 50 футов были заасфальтированы и каток прошел по ним финальный раз, рабочие просто легли на холодный асфальт и лежали молча. У них не было сил даже радоваться. 23 мили дороги, 4 месяца работы на высоте, где не хватает воздуха. 7 погибших, 23 раненых, сотни случаев горной болезни. Первый автомобиль проехал по дороге через перевал Берту в штате Вашингтон 24 сентября 1936 года. За рулем сидел губернатор штата Кларенс Мартин. Путь занял 3 часа вместо 2 дней пешком через горы. Дорога протянулась на 128 миль через 3 горных хребта, пересекла 32 каньона, прошла через 8 туннелей и по 14 мостам. На ее строительство ушло 12 лет, 16 миллионов долларов и жизни 143 человек. Так американские инженеры доказали, что человек может победить любую гору. Они взрывали скалы, по которым раньше не лазили даже горные козлы. Висели на веревках над пропастями, где один порыв ветра означал смерть. Бурили туннели сквозь граниты твердостью, как алмаз. Перекидывали мосты через каньоны глубиной больше 1000 футов. Укладывали асфальт на высоте, где не хватает кислорода дышать. Дорога через каньон Гленвьюте сократила путь между городами на 200 миль. Раньше обходили каньон 5 дней, теперь пересекали за час. Шоссе через скалистые горы в Колорадо открыло доступ к рудникам, которые до этого работали только летом. Трасса вдоль побережья Калифорнии соединила изолированные поселки с большой землей, до строительства дороги туда добирались только морем. Всего с 1910 по 1970 год в горных штатах построили 14 тысяч миль дорог через местность, которую считали непроходимой. Использовали 8 миллионов тонн динамита. Просверлили 200 миллионов футов скважин в твердой породе. Вывезли 400 миллионов кубических ярдов камня и грунта. Залили 50 миллионов тонн бетона. На этих стройках погибло 3600 человек. Одни срывались со скал, другие гибли под обвалами. Третьих накрывало взрывами, когда детонаторы срабатывали раньше времени. Их хоронили прямо в горах, где они работали. На перевале Ловленд стоит памятник, гранитная стела с выбитыми именами, 108 фамилий. Рядом надпись «Они проложили дорогу в небо», так что когда в следующий раз поедете по горному серпантину и будете любоваться видами из окна, вспомните, что под этим асфальтом лежат тонны взорванного камня, а по краям дороги остались следы от веревок, на которых висели люди. Вспомните, что каждая миля этого пути стоила крови, пота и человеческих жизней. Американские инженеры не просто строили дороги, они вгрызались в саму суть гор, ломали их хребты и заставляли покориться человеческой воле. И горы покорились.